Мужчины, здравствуйте! Всем привет! Всех рада слышать на своем канале. Итак, сегодня будет расклад, какая женщина готова и хочет за вас бороться. Расклад для тех, кто сейчас в ссоре, например, или, может быть, в любовном треугольнике. То есть женщина, которая хочет все-таки с вами быть, несмотря ни на что. Меня зовут Алла, кто у меня впервые на канале. Кто впервые, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и выбирайте, определяйтесь со своим вариантом. Будет два варианта, поэтому загадайте цифру 1 или 2, или выбирайте ту карту, которая вам больше подтянется. То есть как бы будет более для вас интуитивно близкой. Это первый вариант, и это второй вариант. Так, я думаю, вы уже определились. И смотрим первый вариант. Паж жезлов. Второй убираем. Так, женщина как-то приуныла. А что тут между вами на сейчас? В каких вы сейчас отношениях? Так, ну первый вариант, ребят, тут 100% только подойдет для тех, кто находится в треугольнике. То есть, если у вас нет треугольника, то это точно не ваш расклад, и информация с вами резонировать не будет. Помним о том, что это общий расклад, поэтому какие-то расклады резонируют, какие-то нет, и я вначале рассказываю, то есть для кого этот вариант подойдет. Значит, первый вариант для тех, у кого женщина не определилась. Значит, что здесь может быть? Какие варианты? Я вам озвучу варианты, а вы ищете свой. Значит, первый вариант, что у вас есть две женщины, например, вы женаты, и ваша любовница здесь очень, ну вот как бы помешана даже, давайте так назовем это, что она очень сильно хочет быть с вами, но обстоятельства так складываются, что она понимает, что это на данном этапе нереально. Поэтому она здесь, знаете, как вот пытается сбалансироваться, она пытается здесь как-то найти золотую середину, но у нее это не получается. То есть это могут быть какие-то нервные срывы в ваш адрес. Это может быть агрессия. Это, знаете, как такие качели. То люблю, то ненавижу. То пошел вон, то будь рядом со мной. Женщина здесь действительно, смотрите, она хочет с вами и семью. Здесь вы женщине нужны в принципе и как мужчина, и как человек, и как муж, и как друг, и как партнер по жизни. Но вот здесь есть некая ситуация выбора. То есть первый вариант, как я уже сказала, это ваша любовница. Второй вариант здесь про то, что вы первый ушли от этой женщины, и вы создали другие отношения. То есть эта женщина была уже с вами, вы могли здесь быть по сути и мужем, и женой, то есть здесь у вас могла быть уже семья, но потом здесь по аркану любовники может отыграться, что она вам изменила, а вы от нее ушли. И здесь мужчина уже создал семью, а женщина здесь пытается теперь, знаете как, прозрела, что ли, не знаю, дошло, осенило, как хотите называйте. То есть здесь женщина поняла, что она готова за вас бороться, и она здесь хочет все-таки вас вернуть. А зачем ты хочешь вернуть? Но она верит в то, что эти отношения могут быть. Да, здесь много, она так может считать, что здесь придется очень много времени потратить на то, чтобы вернуть ваше доверие, на то, чтобы вы опять поверили в нее, в ваши отношения. Здесь женщина понимает, что вы ее воспринимаете вот как колесо фортуны. Это про то, что вы, вернее, женщина такая, знаете, сегодня да, завтра нет, сегодня точно, завтра уже не точно, какая-то такая колеблющаяся, сомневающаяся. Здесь может быть женщина, которой нужно очень много времени на то, чтобы на что-то решиться. Есть такие люди. Есть люди, которые быстро принимают решения, а есть люди, которые очень медленно принимают решения. Так что вторая половина уже просто 300 раз может передумать, пока первый человек там на что-то решится.
Поэтому здесь женщина очень долго могла отсутствовать, очень долго могла не выходить на связь. А потом, когда вышла на связь, то узнала, что вы уже в других отношениях. И теперь вот она понимает, что корабль уплыл, ей дошло. Ну, по сути, она теперь, да, она готова включаться. Хорошо, давайте спросим так. А не будет ли такого, что когда ты опять вернешься, и твой мужчина, вернее, бывший мужчина опять вернется в эти отношения, не будет ли такого, что ты уйдешь опять к другому или изменишь мужчине? Да вы знаете, нет. Смотрите, она здесь считает, что вы все-таки пара. Вот у нас здесь вышла парочка король и королева жезлов. То есть она вас считает своим мужчиной. Здесь просто женщина, знаете, в ней сочетается несочетаемое. С одной стороны, здесь женщина может быть очень активная, очень деятельная, очень инициативная, очень такая вот прям на виду вся броская. Но когда дело касается принятия каких-то решений, она превращается вот прям в какую-то мышку, которой все страшно, которая никак не может сделать выбор, а если она и делает выбор, то делает в неправильную сторону. И здесь женщина, которая, ну вот в отношениях она может реально тормозить. Это нужно было сделать еще вчера, а она сегодня сидит и еще думает, а стоит ли это делать. Но при этом королева жезлов в других сферах жизни, она здесь может быть абсолютно инициативной, активной, жизнерадостной, общительной. Здесь может быть женщина, за которой сворачивают шеи другие мужчины. Она может быть и красивая, и талантливая, и с изюминкой. Но очень похоже на то, что все-таки здесь подойдет два варианта. Либо это ваша любовница, нет, три, сейчас третий еще озвучу. Либо это ваша любовница, либо это ваша бывшая жена, которая изменила, которая теперь хочет вас вернуть обратно, а вы уже заняты. И третий вариант, ребят, это если вы познакомились с женщиной, и когда вы в процессе вот знакомства, скажем, говорили с ней, то она могла вам сказать такую вещь, что в ее жизни есть другой мужчина. Это может быть бывший, который до сих пор как-то появляется, либо есть какой-то, не знаю, там, любовник, например, да, с которым она еще встречается. И здесь женщина вот как бы находилась тоже в каком-то шатком положении, то есть она не понимала, с кем выстраивать отношения, с вами выстраивать или с ним выстраивать. Но здесь похоже на то, что вы все-таки решили выйти вот из этих соревновательных гонок, и она осталась с другим мужчиной. Какое-то время они здесь были в отношениях, и потом она поняла, что нет, что она все-таки ошиблась, и все-таки вы это более подходящий, более такой, скажем, стабильный, уверенный вариант именно на перспективу, на будущее. Вот так вот. А ты уже готова действовать или это у тебя только так? Нет, пока она еще не готова действовать, но она в любом случае здесь собирается. Ну, по этой карте это плюс-минус полгода. Так как расклад общий, то точное время я тут точно сказать не могу, потому что расклад один, а людей тысячи. Поэтому кого интересует время, перспективы, кому нужна помощь, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Только переписка. С кем срезонировала расклады, пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И переходим к номеру 2. У кого не срезонировал первый вариант, посмотрите второй. Так, ну и второй раскрывается семерка мечей. Ну, не очень приятная карта, могу сказать вам сразу. Здесь в отношениях обман. Здесь в отношениях недоверие, здесь в отношениях люди как-то вот варят воду. Знаете, как, сейчас такое вот в психологии есть слово, называется газлайтинг. Кто не знает, зайдите в Google, почитайте. Это когда человек говорит, что он не прав, хотя он прекрасно понимает, что он прав. Вернее, не так, сама запуталась. Когда человек говорит, что он прав, хотя он прекрасно понимает, что он не прав. И он настолько убедительно это говорит,
что человек второй, ну, действительно начинает думать, а может быть, это я себя накручиваю, а может быть, действительно он прав, а я нет. Ну, то есть это люди, которые умеют настолько вам закрутить мозг, что вы уже сами начинаете сомневаться, а где правда, а где ложь. Поэтому в отношениях по второму варианту здесь очень много лжи. На сейчас очень много разочарований. Посмотрите, какие карты не очень хорошие. Тройка мечей. Тут прям боль, какой-то удар в спину. И выход из этих отношений. Так, ребят, ну тут тоже была измена, предательство. Человек в самый последний момент мог вообще бросить и предать. Королева чаш. Это блондиночка, крашеная или от природы светлый цвет волос. Здесь, слушайте, у некоторых из вас здесь может быть магия. Ребят, значит, смотрите, как понимать эти слова. Расклад общий, поэтому это не значит, что все, кто посмотрел этот расклад, у всех есть магия. Это значит, что у кого-то из вас будет магия. У кого конкретно я не могу сказать, потому что это расклад для 1000 людей. Поэтому кому плохо, и вы чувствуете, что с вами что-то не так, заказывайте личное гадание и посмотрим, насколько лично у вас есть приворот. Либо отсушка, там, либо еще что-то. Но у какой-то части аудитории, которая смотрит сейчас мой расклад, здесь эта женщина пыталась всячески вас вернуть. И вот такими даже способами, то есть с помощью черной магии женщина могла действительно кого-то из вас пытаться возвращать. Сработало ли это? Вы знаете, да. Тут многие из вас, кстати, могли силой воли, либо, может быть, вы уже обращались на какие-то чистки, и вы вырвались вот из этих магических манипуляций. Но даже то, если вас там вычитали, если там даже вас, скажем, проводили над вами обряды, все равно здесь такое ощущение, что женщина настолько помешана на том, чтобы вас вернуть, что у кого-то из вас, ну, процентов 30 аудитории из 100, здесь будет отыгрываться, что женщина постоянно на вас что-то делает. Да, здесь очень много карт про то, что вы сейчас не вместе. Здесь очень много карт про то, что вы очень далеко находитесь друг от друга. Но для магии нет никаких преград, и как бы расстояние это абсолютно не преграда для магии. Поэтому здесь вот процентов 30 из 100, здесь эта женщина постоянно может вас заказывать у кого-то для того, чтобы, типа, ах, ты не возвращаешься, ну вот получи тебе там, чтобы у тебя там в личной жизни все было плохо, или там на работе был трындец, или здоровье там стало не очень хорошим и так далее. Поэтому здесь у 30% из 100 женщина пытается вас вот такими вот, скажем, грязными методами вернуть. А зачем ты нужен ей? Чтобы что-то вам доказать. Да, здесь эго очень сильно задето. И она здесь вот пытается вас во что бы то ни стало вернуть обратно. Ну, я думаю, такая женщина не очень интересна. Так, поэтому давайте 30% мы посмотрели, а 70% какая женщина здесь готова за вас бороться? Это кто? Так, а тут какая-то замужняя барышня. Значит, смотрите, здесь замужняя женщина, причем такое ощущение, что вы или никогда не заходили в любовный треугольник, может быть, вы категорически против того, чтобы встречаться с замужней женщиной. Ну, то есть, как бы карта здесь про то, что женщина видит, что вы, ну, как бы категорически себя как-то ведете, что типа нет, мне это не нужно. То есть вы вроде здесь какие король чаш, вы здесь вроде как и туз жезлов. И здесь очень много карт про то, что она вам тоже нравится, но почему-то вы тут не хотите заходить вот в этот порочный круг. И женщина здесь, по сути, готова даже развестись со своим мужем ради вас. А зачем тебе это? Ну, смотрите, тут у многих отыграется, что вы для нее это тот человек, которого она ждала всю жизнь. А по факту, когда дождалась и вы пришли, то вы ее не хотите. Да, для женщин здесь, конечно, большие муки, страдания на самом деле, потому что, знаете, это как ты всю жизнь мечтал там что-то получить, потом тебе это вот под нос поднесли, дали на это посмотреть, потрогать, пощупать, понюхать и забрали. И ты стоишь такой в шоке.
Да, здесь, конечно, женщина, в принципе, готова на очень многое. Она тут готова из семьи уходить, она тут готова, в принципе, и менять свою жизнь, и менять свое мировоззрение, и менять свои взгляды. Здесь даже его может сильно занести, в том плане, что человек здесь готов на многие катаклизмы, лишь бы вот все-таки с вами остаться. Ну а тебе-то для чего это? Смотрите, замуж. Здесь женщина хочет замуж. Именно за вас. То есть она готова разрушить свою семью для того, чтобы остаться с вами. Вот, двоечки, такой у вас вышел сегодня расклад. Здесь барышня прям, вот знаете как, только ты и никого другого. Тут прям ее зациклила на вас. Смотрите, очень много кармических карт повыходило. Это про то, что в прошлых воплощениях вы могли быть уже мужем и женой, а в этом воплощении как бы такой возможности нет, и ее просто может штормить, потому что бессознательно она помнит о том, что вы уже были парой, и в этом воплощении она готова сносить все препятствия на своем пути для того, чтобы все-таки опять вы были парой, и в этом воплощении тоже. Но тут сложный, конечно, второй вариант. Надо очень аккуратно выстраивать эти отношения, чтобы не было, знаете, как этих, чтобы все не разрушилось, не рухнул мост. Если сильно на нем прыгать, канатный мост, то можно, конечно, его порвать и свалиться в пропасть. Поэтому тут, ребят, будьте аккуратны. Кому нужна помощь, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, только переписка. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки и всем до новых встреч. Пока!